Новый виток арабо-израильского конфликта перерос в полномасштабную войну на Ближнем Востоке. Счет жертв уже идет на тысячи и продолжает расти. Все началось ранним утром 7 октября, когда палестинское исламистское движение «Хамас» начало один из самых массированных ракетных обстрелов Израиля за последние годы. Сразу же после этого тысячи бойцов «Хамас» проникли на территорию страны, атаковав приграничные поселения и военные объекты. Под огнем боевиков оказался и музыкальный фестиваль на границе с сектором Газа, где позже были найдены 260 тел его участников. Весь мир облетели кадры с расстрелянными машинами, ранеными и убитыми гражданскими, а также военными, которых неожиданная агрессия исламистов застала врасплох. Хамас повторяет методы ИГИЛ, вламывается в дома гражданских, хладнокровно убивает целые семьи, жестоко сжигает, избивает и пытает своих жертв. Бойцам «Хамас» удалось захватить десятки единиц израильской бронетехники, а также уничтожить несколько танков Меркава, которые до этого считались одними из самых защищенных в мире. Около 200 человек попали в заложники и были вывезены в Газу для последующего обмена на палестинских заключенных и шантажа властей противника. В ответ на агрессию Израиль объявил войну «Хамас» и начал мобилизацию резервистов, а армия страны сообщила о начале в секторе Газа операции «Железные мечи». Мы победим. Хамас заплатит за атаку беспрецедентную цену. Сразу после этого десятки израильских самолетов начали наносить удары по целям в секторе Газа, принадлежащим группировкам Хамас и исламскому джихаду. Бомбардировки привели к тысячам жертв среди гражданского населения. Конфликт между Израилем и Палестиной быстро вышел за рамки границ государств. Ряд стран, таких как Иран, Сирия, Ливан и Афганистан, поддержали действия «Хамас», назвав происходящее войной за свободу Палестины. Представители поддерживаемого Ираном и действующего на территории Ливана исламистского движения «Хезболла» также выступили на стороне «Хамас» и нанесли артиллерийские и ракетные удары по военным целям на севере Израиля. Цахал ответил тем же. В свою очередь западные страны осудили действия палестинских повстанцев и выразили поддержку Израилю. США обещали предоставить стране все необходимое для защиты территории. К израильскому побережью прибыла ударная группа американского флота во главе с авианосцем Джеральд Форд. Но каким образом мощная израильская разведка проморгала столь масштабную операцию противника? Почему в самый ответственный момент граница страны оказалась беззащитной? Чем объясняется нечеловеческая жестокость со стороны Палестины? И не перерастет ли арабо-израильский конфликт в более масштабную войну между арабскими странами, их партнерами и коллективным Западом? Не забывайте подписаться на «Теорию всего» и нажать на колокол. Сейчас мы попытаемся распутать для вас клубок ближневосточных отношений. Теория всего. Как арабы и евреи землю не поделили? Израильские земли евреи считают священными с библейских времен. Их предки жили в этом регионе примерно 14 веков, пока под ударами Римской империи Иудейское царство не распалось. Евреи были вынуждены покинуть свою родину и разбрестись по всему миру. В середине 19 века стремление обрести надежное убежище послужило стимулом к зарождению сионистского движения, целью которого стало объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине – в Израиле. Тысячи евреев эмигрировали в Палестину, где их богатые соотечественники из Европы, Ротшильды и Монтефиоре, выкупали для них земли у крупных арабских феодалов. После Первой мировой войны Палестина
Палестина перешла под контроль Великобритании. К этому времени еврейская община в регионе составляла уже около 400 тысяч человек. Все это очень не нравилось арабам-суннитам, которые к тому моменту жили в этом районе веками. Они восприняли еврейскую миграцию как попытку захвата их родины. Конфликт приобретал все большую остроту. К началу 1948 года арабы и евреи открыто воевали друг с другом. Под давлением Соединенных Штатов ООН приняла решение разделить Палестину на два государства – еврейское и арабское, а Иерусалим, город трех религий, объявить международной территорией. Но арабские руководители, Лига арабских государств и Высший арабский совет категорически отвергли план ООН по разделу Палестины и заявили, что приложат все усилия, чтобы помешать его реализации. Тем не менее, 14 мая 1948 года была провозглашена Декларация независимости Израиля. Штаты первыми признали новое государство. За ними последовало и большинство других стран. Некоторые мои коллеги говорят, что мы должны извиниться за поддержку Израиля. Мы не можем извиниться. Не можем. Это лучшая наша инвестиция на $3 миллиарда. Если бы не было Израиля, США пришлось бы изобрести Израиль, чтобы защитить свои интересы в регионе. В ответ палестинцы и их соседи Египет, Сирия, Трансиордания, Ливан, Ирак объявили государству Израиль священную войну. В результате под контролем еврейского государства оказались также Западная Галилея и коридор от Приморской равнины до Иерусалима. Сектор Газа был оккупирован Египтом, а большую часть территории Иудеи и Самарии, так же как и Восточный Иерусалим, взяла под контроль Трансиордания. С тех пор конфликт не утихал, иногда разгораясь в полномасштабные войны – Синайскую, шестидневную, а также войну Судного дня. В конечном итоге сектор Газа, западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голландские высоты были захвачены еврейским государством. Также под контролем израильтян с 1967 по 1982 год находились земли Синайского полуострова. Израиль изгнал с этих территорий около 1 миллиона арабов. Были ребята, которые брали огнеметы, гонялись за парнями и сжигали их. Это было ужасно. Об этом нельзя говорить. И я не буду об этом говорить, потому что это перерастет в международный скандал. На палестинских территориях также случались масштабные интифады, организованные восстания против израильской оккупации. Ведущей политической силой в этой борьбе была Организация освобождения Палестины во главе с Ясером Арафатом. Кто согласится жить под оккупацией? Почему русский народ сопротивлялся нацистской оккупации? Почему Европа сопротивлялась этой оккупации? Во время первой интифады массовое насилие с обеих сторон продолжалось 6 лет. Израильская армия действовала максимально жестко. С 87 по 93 год более 1000 палестинцев погибли, десятки тысяч были ранены или отправлены в тюрьмы, многие депортированы с палестинской территории. Потери израильской стороны составили 179 человек. В 1993 году, после долгих переговоров, при посредничестве президента США Билла Клинтона, в Осло было подписано соглашение между ООП и государством Израиль о введении в секторе Газа системы местного самоуправления. Но провал последующих переговоров стал причиной второй интифады. На этот раз боевики радикальных палестинских группировок устраивали теракты в общественных местах, нападали на солдат и обстреливали из минометов израильские населенные пункты с территории сектора Газа. В ответ израильские силы наносили воздушные удары и проводили крупномасштабные военные операции на оккупированных территориях. По оценкам СМИ, в результате второй интифады погибло около 1200 израильтян и более 3000 палестинцев. Эти события спровоцировали строительство 300-километрового забора безопасности между Израилем и оккупированными территориями на западном берегу реки Иордан. Но окончательную независимость сектор Газа получил лишь в 2005-м, когда премьер-министр Израиля Ариэль Шарон
вывел из сектора Газа правительственные войска и эвакуировал с этой территории все еврейские поселения. После этого к власти в секторе Газа пришло движение радикального толка «Хамас». Я думаю, что Израиль прекратит свое существование в первой четверти следующего века. Такого государственного образования, как Израиль, в 2027 году не будет. В отличие от палестинской национальной администрации на западном берегу Иордана, которая в последние годы стремилась не допускать серьезных обострений отношений с Израилем, Хамас продолжал занимать непримиримую позицию к еврейскому государству. Израиль платил той же монетой. На палестинские обстрелы израильтяне отвечали бомбежками. Случались постоянные приграничные столкновения, вылившиеся в итоге в нынешнюю войну. Внезапная атака. Как правило, военные конфликты с Хамас развивались по одному сценарию. Напряжение копилось, градус угроз нарастал, а затем начинались ракетные и минометные обстрелы приграничных районов. С ними без труда справлялась израильская система ПРО «Железный купол». После этого, и то не всегда, палестинцы обстреливали крупные города. На этот раз все было не так. Тысячи ракет и беспилотников внезапно ударили по израильским городам и поселкам. И пока сонные израильтяне пытались понять, что происходит, палестинские боевики начали атаковать сразу несколькими путями. На суше они проделывали дыры в пограничном заграждении для мотоциклистов и боевых отрядов, либо взрывали ворота для джипов с установленными на них пулеметами. По воздуху вооруженные боевики добирались на парапланах, по морю – на лодках. На воде Цахал предотвратил высадку десанта, но сухопутным и воздушным группам Хамас без серьезных помех удалось преодолеть пограничные заграждения. Экипажи нескольких израильских танков у границы были уничтожены гранатами, сброшенными с дронов, либо залпами РПГ еще в первые минуты нападения. Дежурные патрули нескольких приграничных военных баз бойцы Хамас застали врасплох и убили, появившись неожиданно сразу с нескольких сторон. В СМИ распространилось множество видео, на которых исламисты стреляют в мирных жителей, взламывают дома, вытаскивают людей из постелей и увозят в Газу в качестве заложников. Многие из них гражданские, женщины с маленькими детьми и пожилые люди. Вдобавок, во время налета бойцы Хамас сами выкладывали в сеть ролики, где открыто издевались над телами погибших солдат и вели прямые трансляции в Facebook с испуганными пленниками. Отдельным трагическим инцидентом стал расстрел участников музыкального фестиваля рядом с поселком Реим. По словам очевидцев, организаторы мероприятия получили уведомление о воздушной тревоге и выключили музыку. В этот момент в поле под открытым небом находилось несколько тысяч человек. Внезапно с нескольких сторон появились пикапы с палестинскими боевиками, которые открыли беспорядочный огонь. Они просто окружили всю территорию проведения вечеринки. Они пришли к нам подготовленными. Они собирались пугать нас, как баранов. Охрана фестиваля попыталась оказать сопротивление, но оно было подавлено. Часть участников, в том числе раненых, боевики затолкали в машины и также увезли в Газу. Когда армия обороны Израиля вернула эту территорию под свой контроль, были обнаружены тела 260 человек. Позднее еще одно свидетельство зверств обнаружили в поселении Кфар-Аза. Там нашли тела около 200 мирных жителей, среди них дети и даже младенцы. Теперь есть Холокост номер 1 и Холокост номер 2. Это сводит с ума, приводит к бешенству. Невероятно, что это произошло в 2023 году в Израиле. Нас резали и истребляли. При этом руководство Хамас отвергает все обвинения в расправах над гражданскими лицами и отмечает, что действует исключительно против военной машины Израиля и выстроенной израильскими властями системы безопасности. Запоздалая реакция. Сразу после нападения Израиль объявил войну Хамас, которую министр обороны страны Йоав Галант пообещал выиграть. Власти начали мобилизацию резервистов, а армия обороны еврейского государства сообщила о подготовке к наземной операции «Железные мечи». Десятки израильских самолетов начали наносить удары по целям в секторе Газа. Авиаудары по позициям боевиков Хамас в секторе Газа были только началом.
Мы будем атаковать Хамас с той мощью, которую еще не применяли. Но жертвами израильского возмездия стали не только представители Хамас, но и сотни мирных жителей. Проблема в том, что сектор Газа – один из самых густонаселенных районов в мире. На 360 квадратных километрах проживает около 2 миллионов человек. Хамас размещает свои военные объекты в непосредственной близости от жилых домов, мечетей, школ и больниц. Отчасти просто из-за нехватки места, но в основном для того, чтобы израильским военным было сложнее их бомбить. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить Хамас и призвал жителей сектора Газа немедленно уезжать. Но 2 миллионам человек фактически некуда деться. Выбраться из сектора крайне сложно. Аэропорта там нет. Порт блокирован израильским флотом, а по суше, кроме Израиля, существует единственный переход в Египет. Но 11 октября страна закрыла пункт пропуска из сектора Газа. Президент Египта подчеркнул, что жители региона должны быть стойкими и оставаться на своей земле. Мой сын глухонемой, а моя дочь страдает атрофией. 2 моих брата тоже ранены. Я требую, чтобы нам обеспечили базовые потребности. Я не могу позволить себе купить лекарства для моего сына. У нас нет ни еды, ни воды. У нас ничего не осталось. Ни дома, ни земли, ни деревьев. Я серьезно подумываю о миграции, потому что у нас вообще ничего не осталось. Тем не менее, израильские военные отказались от практики предупреждения о скором воздушном ударе «стук по крыше». А 9 октября еврейское государство объявило полную блокаду сектора Газа и отключило подачу воды. Территория также была отрезана от электричества и поставок продуктов питания. Газа не вернется к тому, что было раньше. Мы уничтожим все. Взаимные бомбардировки Израиля и Палестины длятся больше недели. За это время Хамас выпустил большое количество ракет в сторону Иерусалима, Ашкелона и Тель-Авива. В то же время в секторе Газа, по данным ООН, уже разрушены и серьезно повреждены более 25 тысяч домов. Около 1 миллиона человек стали вынужденными переселенцами. При этом израильские военные отвергают все обвинения в чрезмерности ответа и неизбирательности ударов по региону. Также растет градус напряженности на границе еврейского государства и Ливана. Обстрелы ведутся с обеих сторон. Израиль принял решение изолировать самые северные районы. Жителей призывают держаться убежищ. По подсчетам Цахал, в плену у Хамас остаются 199 заложников. Это не только израильтяне, но и граждане других стран, в том числе России. До этого палестинцы сообщали о гибели как минимум 9 пленных в результате израильских атак по сектору Газа. При этом еврейское государство отказывается вести переговоры об освобождении людей до прекращения боевых действий со стороны хамасовцев. США подливают масло в огонь. Для спасения заложников угрожают задействовать американские войска. В то же время правозащитники обвиняют Израиль в использовании белого фосфора при бомбардировках Газы и Ливана. Несколько прилетов были сняты на видео. При этом применение таких боеприпасов запрещено несколькими международными конвенциями из-за их термического и ядовитого урона всему живому. Хамас за время конфликта уже лишился многих высокопоставленных лидеров группировки, а также десятка бойцов своего элитного подразделения. При этом вдоль границ Газы скапливается израильская техника и войска. Наземная операция «Цахал» кажется неизбежной, но, как пишет The New York Times, она откладывается из-за погодных условий. Из-за облачности авиация не может обеспечить прикрытие пехоты. Удар по имиджу. Успех масштабной атаки на Израиль многие эксперты назвали ошеломляющим провалом разведки Моссад. Агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Хамас и к израильским силовым структурам, пишет, что группировка готовила кампанию против евреев последние 2 года. Боевики использовали беспрецедентную тактику разведки, а также создали в Газе макет израильского поселения и тренировали там высадку войск и штурм. Некоторые маневры, которые они снимали на видео, Израиль даже видел, но был уверен, что Хамас не заинтересован в конфронтации и что его удается сдерживать. С последнего обострения в 2021 году силы Хамас не предпринимали новых вооруженных вылазок.
и это могло слишком успокоить израильских военных. Палестинцы стремились убедить Израиль, что их больше заботит доступ к рабочим местам. Еврейское государство разрешало жителям Газы работать на своей территории. Вдобавок к этому в разговоре со СМИ два высокопоставленных чиновника службы безопасности Израиля сообщили, что незадолго до начала атаки разведка обнаружила всплеск активности в социальных сетях боевиков из Газы. Информацию передали военнослужащим, находящимся на границе, но никаких действий те предпринимать так и не стали. Среди прочих причин отмечается неспособность израильской разведки отслеживать ключевые каналы связи Хамас и чрезмерное использование удаленного оборудования для наблюдения за границей. Послушайте, то, что произошло в субботу, абсолютно ужасающе, но при всем уважении, насколько хороша ваша разведка? Справедливый вопрос. Формально поводом для нападения Хамас объявил неоднократное нарушение Израилем красных линий в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Руководство Хамас заявило, что Израиль осквернил мечеть присутствием на ее территории евреев, но подлинные причины конфликта куда глубже. Во-первых, дело в политике апартеида в отношении палестинцев. В опубликованном Amnesty International в 2022 году докладе сообщается, что израильская администрация ограничивала их права всюду, где имела возможность. В частности, наблюдатели фиксировали насильственные перемещения, административные задержания, пытки и незаконные убийства палестинцев как в самом Израиле, так и на оккупированных им территориях. Один из примеров – акции протеста вдоль границы сектора Газа в 2018 году. Беженцы добивались возможности беспрепятственно попасть на территорию Святой Земли. Но израильские чиновники приказали расстреливать всех, кто приблизится к приграничной стене. За период с 2018 до конца 2019 года в этой зоне израильские силы убили 214 мирных жителей, в том числе 46 детей. Во-вторых, существенной проблемой является заморозка переговоров по поводу судьбы Палестины. Государство официально признано большинством стран мира, но Евросоюз, США, Великобритания и Япония не считают палестинцев полноправными игроками на мировой арене. Цель Хамас – вернуть Палестину и Израиль к границам, установленным в 1967 году. Но это категорически не устраивает Тель-Авив, и сдвигать границы он не намерен. Якобы поэтому Хамас нужна была дерзкая вылазка, которая наделала бы много шума и позволила палестинцам почувствовать себя героями. В-третьих, на руку палестинцам сыграл раскол в израильском обществе. Из-за затеянной правительством судебной реформы правящая коалиция оказалась на грани распада. На этом фоне вопросы обеспечения безопасности отошли на второй план. Кто помогает Хамас? Эксперты считают, что характер атаки на Израиль и ее масштаб говорят о том, что Хамас готовил ее не самостоятельно, а под чьим-то чутким руководством. Ведь для палестинцев это не просто рискованная, а самоубийственная миссия. Они должны быть уверены в том, что за ними стоит сильный союзник. По информации источников The Washington Post, финансовую и техническую помощь Хамас предоставил Иран. Часть боевиков исламистской группировки также прошли военную подготовку в ливанских лагерях, которые укомплектованы представителями иранского корпуса стражей исламской революции и организации Хезболла. Американские эксперты утверждают, что запущенные Хамас беспилотники созданы на основе иранских БПЛА Абабиль-2. Кроме того, на некоторых ракетах, выпущенных по территории Израиля после начала войны, по их словам, были обнаружены надписи на фарси. На этом языке говорят в Иране, Афганистане, Ираке и некоторых других странах. Среди причин, которые якобы подтолкнули Иран к подготовке атаки чужими руками, называют оттепель в отношениях между Израилем и Саудовской Аравией. В случае расширения связи еврейского государства позиции Ирана на Ближнем Востоке ослабнут. Иран свою роль в подготовке исламистского движения к началу войны отрицает. Официальные лица сионистского режима и его сторонники лгали в последние дни, и эта ложь продолжается до сих пор. Они представляют Иран как закулисного спонсора подготовки атаки Хамас. Они ошибаются. Тем не менее, мы поддерживаем Палестину, мы поддерживаем их борьбу.
Большинство западных стран осудили нападение Хамас и подчеркнули, что Израиль имеет полное право на самооборону. Российский МИД призвал стороны конфликта отказаться от насилия и начать переговоры. Если уж мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой. Детей, женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон. А США пообещали предоставить Израилю все необходимое для защиты своей территории. В этот момент должно быть кристально ясно. Мы на стороне Израиля. Мы поддерживаем Израиль. Мы позаботимся о том, чтобы у Израиля было все необходимое для того, чтобы заботиться о своих гражданах, защищать себя и реагировать на эти атаки. В то же время движение Хамас обратилось к палестинцам в анклаве на западном берегу и 2-миллиардному исламскому миру с призывом к всеобщей мобилизации. Настало время, когда джихад должен применяться на земле, а не только в теории. В ответ почти весь Ближний Восток поддержал стремление палестинской автономии к независимости и предостерег Израиль от кровопролития в отношении гражданских лиц. Масштабные акции в поддержку народа Палестины прошли по всему миру. Активно выражая свою солидарность с палестинцами, люди требовали немедленно прекратить бомбардировку израильской армией жилых кварталов сектора Газа. В ряде стран мирные манифестации переросли в массовые беспорядки. Радикальные экстремистские группировки «Исламский джихад» и иракская военизированная группировка «Аль-Хаш Аль-Шаби» силы народной самообороны также встали на сторону палестинцев и заявили о готовности прийти на помощь Хамас. Движение «Талибан» пообещало захватить Иерусалим, если соседствующие с Израилем мусульманские страны предоставят им право прохода. Хезболла пригрозила, если Соединенные Штаты вмешаются в конфликт, они поразят ракетами американские военные базы. Даже президент Турции, страны-члена НАТО, Реджеп Эрдоган, обвинил Соединенные Штаты в планировании резни в секторе Газа из-за отправленного в Израиль авианосца. Что американский авианосец делает в Израиле? Зачем он сюда идет? Что собирается делать пришедший сюда авианосец со всеми лодками и самолетами на борту? Дальнейшее развитие событий зависит от действий Израиля и внешних игроков, в частности США, Ирана и Ливана. Одни политологи считают, что большой войны на Ближнем Востоке не будет. Израиль при поддержке США проведет наземную операцию, и движение Хамас прекратит свое существование. Другие уверены, при открытом столкновении с Ираном, если страна все-таки вступит в войну, еврейскому государству придется применить ядерное оружие. Третьи с большей долей вероятности говорят о расползающемся по миру конфликте. Уже сейчас в Европе и Соединенных Штатах происходят столкновения сторонников и противников Палестины. Не исключено, что по странам прокатится волна еврейских погромов, и этим дело не ограничится. Пока эксперты сходятся только в одном – нынешнее обострение конфликта между Израилем и Палестиной самое кровавое с момента войны Судного дня. А как вы считаете, чем закончится это противостояние? Выстоят ли исламисты под натиском США и союзников? И в чем, по-вашему, истинные причины арабо-израильского конфликта? Пишите свои мнения в комментах. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на Теорию всего и жмите колокол, чтобы не пропустить новые острые темы.